Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True History Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого «Убийство Кеннеди. Действующие лица и исполнители». Автор текста, продюсер и режиссер Юрий Заблоцкий. Музыка Soft and Furious. В фильме участвуют Юрий Саковский, Георгий Павлов, Мария Заблоцкая и другие. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Джон Кеннеди был реформатором, и как каждого реформатора, за это его одинаково сильно любили и ненавидели. Любили, кстати, не только в США. Его смерть многие даже за рубежом восприняли как личную трагедию. «У меня было такое чувство, что умер мой брат», сказал в те дни один таксист из Венесуэлы. Что касается ненависти. Побывавший на вилле Ханта еще осенью 1961 года публицист Альберт Берг так описывал свои впечатления. «Мне приходилось слушать коммунистов и других, которых можно только назвать врагами. Но ничего из того, что я слышал от них, не идет ни в какое сравнение с тем, что я услышал в Далласе, в доме американца, чья ненависть к нашим лидерам была самой злобной, язвительной и опасной из тех, которые я когда-либо слышал в жизни». Впрочем, надо признать, что в отличие от Хантов и им подобным нефтепромышленникам, лично Джек Руби к Джону Кеннеди никаких особенных симпатий или антипатий не имел. Сфера интересов этого человека лежала слишком далеко от большой политики. Он дважды арестовался за незаконное ношение оружия, нарушение условий освобождения под залог, привлекался к ответственности за организацию танцев в ночное время и продажу спиртных напитков по воскресеньям, а также применение физического насилия. Известно не менее 25 случаев жестокого избиения им людей, но ни разу дело не закончилось обвинительным приговором. Напротив, неприятности, и очень значительные, обрушивались исключительно на его недругов. Так, когда барменша пыталась подать жалобу на него по поводу причиненных ей физических повреждений, в канцелярии окружного прокурора заявление у нее не взяли и дали добрый совет отказаться от этого, потому что все равно бы не выиграла, а ей самой только будет хуже. Далласский адвокат Вильсон однажды стал свидетелем, как Руби набросился на человека и очень сильно его избил. Тем не менее, прибывший на вызов наряд полиции собрался арестовывать не Руби, а обливавшуюся кровью жертву. Не менее показателен и исход двух дел о нарушении владельцем стриптиз-клуба условий алкогольной лицензии. Прекращая их без суда за недостаточностью доказательств, окружной прокурор сослался на обоих составивших протокол полицейских, дескать, отозвавших свои заявления. Но ничего подобного и в помине не было. Так что Руби ничуть не преувеличивал, когда в порыве откровенности похвастался знакомому, что может творить в Далласе все, что угодно, потому что знает о далласских полицейских и судьях столько, что просто не может быть осужден. Эта его уверенность воплощала в себе реальность, сохранявшуюся вплоть до 24 ноября 1963 года, дня, когда он застрелил Ли Харви Освальда. Совершить заговор, да еще и убийство. Если бы вы знали, что было на самом деле, вы бы очень удивились. Было бы доказано за несколько дней, чего стоит обвинение, выдвинутое против меня, плюс факты об убийстве. Это полный заговор против меня. План убийства Освальда продуман был исключительно хладнокровно. Нет никаких сомнений, что убийца заранее проконсультировался с адвокатом, чтобы все выглядело непреднамеренным,
совершенным, как принято говорить, в состоянии аффекта. На это указывает квитанция об отправке денежного перевода, оформленная буквально за несколько минут до расправы с Освальдом. И в то же время, как было сказано в предыдущей серии, тот же Руби анонимно звонил в полицию и ФБР, предупреждая, что жизнь арестованного в опасности. Если бы там прислушались к его звонку, Освальда вывезли бы другим путем, и убийство не состоялось бы. Нет, Руби вовсе не страдал раздвоением личности. На самом деле, этот эпизод указывает на другое, что он действовал под чьим-то сильным нажимом, но точно зная, что в случае физической невозможности добраться до Освальда, претензий к нему не будет. К несчастью для меня, скажет впоследствии он сам, позволяя кое-кому своим поступкам добиться власти, я подверг жизни многих людей опасности. Это заявление Джека Руби справедливо расценивать как признание, что его роль в событиях 22 ноября 1963 года не ограничивалась только убийством Освальда, а также в том, что в этих событиях каким-то образом были задействованы его сотрудники. Страх, охвативший их, все это подтверждает. Мгновенное увольнение стриптизерши Кей Колеман и неожиданный марш-бросок другого сотрудника Ларри Краффорда в далекий от Техаса штат Мичиган всего лишь $7 в кармане. Бежал дальше, чем видел и Джордж Сенатор, проживавший с Джеком Руби в одной квартире. После ареста своего сожителя он даже боялся ночевать дома. Еще одна стриптизерша, Карен Карлин, мало того, что пришла в суд с оружием в своей сумочке, так еще и устроила там истерику, когда услыхала шум на лестнице. Это меня идут убивать, меня. Все эти люди явно имели основания опасаться за свою жизнь, но было бы смехотворным объявить их участниками заговора. Знаете, очень модно в трагедии в Далласе подозревать ЦРУ. Но концы не сходятся здесь с концами. Возможности этой организации достаточно велики, чтобы не устраивать шумных спектаклей со стрельбой на улицах. Существует тысячи разных способов, чтобы отправить человека на тот свет, ссылаясь на естественные причины. В свою очередь, возможности мафии или криминальной среды на самом деле очень сильно преувеличиваются. Она работает только в определенной бизнес-нише и никогда не располагала ресурсами, достаточными, чтобы устроить самостоятельную охоту на президента США. Никакой, ни Карлос Марселло, ни Сэм Джанкано или тем более Джимми Хоффа не могли повлиять на выбор маршрута для президентского кортежа, что было наглядно показано в 6-й серии нашего фильма. Правда, в ней мы еще не сказали главное. Председатель коммерческой палаты Далласа Роберт Каллум через неделю после убийства Кеннеди в газетном интервью признал, что детали поездки президента по городу с Советом граждан, органом управления городской власти, не согласовывались, а согласовывались с кем-то из далласцев. Имен Каллум не называл. Но и так понятно, кто мог стоять выше Совета граждан. Итак, давайте оставим в покое мафию с ЦРУ и внимательно вслушаемся в слова Джека Руби. Если бы вы знали, что было на самом деле. Руби откровенно давал понять, что реальных фактов никто не знает, и что они заставили бы взглянуть на трагедию под другим углом. Что это мог быть за угол? 19 ноября 1963 года, за 3 дня до убийства Кеннеди, тогдашний директор исполнительного совета Ассоциации интерамериканской прессы некий Карбо, комментируя разочарование антикастровцев политикой, проводимой президентом Кеннеди, обронил загадочную и странную фразу: «Я верю, что скоро серьезный инцидент заставит Вашингтон пересмотреть свою политику мирного сосуществования». Интересно, не правда ли? О каком таком инциденте мог говорить этот человек за 3 дня до убийства Кеннеди? Человек, ожидавший какого-то инцидента и знавший о нем заранее. Однако, само собой разумеется, что фраза, сорвавшаяся с языка, никоим образом не могла подразумевать какое-либо убийство, а только нечто, способное заставить власть забыть о поисках компромисса с Кастро. А что могло сильнее повлиять на Кеннеди, чем инсценированное дерзкое покушение на него самого, устроенное якобы обнаглевшими прокастровцами?
одним из которых, как мы знаем, назойливо позиционировал себя Ли Харви Освальд, еще не подозревавший тогда, во что ему это выльется. Модель подобного рода инсценировки была опробована на полгода раньше, в Далласе, на примере так называемого покушения на генерала Уокера. Об этом эпизоде мы подробно рассказывали в 4-й серии. Бросается в глаза вот что. Эта затея вроде бы не требовала серьезной подготовки. Но, тем не менее, подготовка и очень тщательная проведена была. Четко, грамотно, сознанием дела. Так что стрелявший появился возле забора дома Уокера не ранее, чем ему были созданы просто идеальные условия для работы. Соседская собака была отравлена, улица утопала в кромешной тьме, а генерал, что было крайне редко, находился в полном одиночестве. Чтобы добиться сочетания всех этих факторов, нужно было основательно постараться. Организаторы как бы наглядно демонстрировали здесь свои способности. Возможно, даже сразу с прицелом на будущее. На инсценировке покушения на президента можно было очень хорошо заработать. А ее, эту инсценировку, начинали готовить уже тогда. Трагедия большей части ее участников заключалась в том, что они не знали всего сценария. Вернее, тех деталей, которыми обогатили его заказчики. Именно этот факт и имел в виду Джек Руби, когда сказал: «Если бы вы знали, что было на самом деле». И то, и другое мы максимально подробно и достоверно расскажем вам в 3 заключительных сериях нашего фильма. Да и потом, из новых фильмов вы узнаете еще много нового. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал.